Привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал «За чашкой кофе». Сегодня мы прогуляемся по Пловдиву, посмотрим, как город готовится к Новому году. Приятного просмотра! E coffee break, signori! Друзья, сейчас мы находимся в Пловдиве, место, которое называется Тримоциум. Изначально Пловдив был построен на 7 холмах, и поэтому его иногда называют болгарским Римом. Правда, на сегодняшний день сохранилось только 6 холмов. За историю несколько тысячелетий Пловдив пережил разные времена – фракийские, римские, византийские, османские, советские, ну и, конечно же, болгарские. Поэтому осмотр достопримечательностей этого славного города напоминает путешествие во времени, ведь столько эпох переплелось на его узких улицах. Пловдив – второй по величине город Болгарии и второй промышленный центр страны после Софии. Мы с вами пройдемся по центральной улице. Слева уже делают приготовления к новогоднему базару. Это улица Гладстон. И видите, тут уже стоят каркасы и вот объявление, что 16 по 26 пройдет новогодний базар. В конце видео вы увидите, что происходило на этом базаре. А сейчас мы пройдемся по главной центральной улице, самой длинной в Европе. Многие витрины магазинов уже украшены новогодним убранством. А в супермаркетах целые отделы с новогодними игрушками, с елками, с каким-то новогодним украшением. Люди входят в приподнятом настроении, все веселые, довольные. Ну, как всегда, перед Новым годом ожидают чуда. А мы с вами двигаемся в центр города, там, где находится мэрия и городская новогодняя большущая елка. Как вы видите, очень много народу, люди гуляют, выходной, у всех хорошее настроение. В Болгарии мы живем 4-й месяц. Переехали мы из Израиля. Нам очень нравится Пловдив. Город живой, он дышит, он кипит, он бурлит. Тут есть постоянные какие-то концерты, постоянные какие-то мероприятия, пабы, рестораны, абсолютно все открыто. Есть больницы, как государственные, так и частные, есть университеты, разные гимназии, кружки, фитнес, бассейны, в общем, абсолютно все, и мы очень довольны. Болгарский язык мы только учим, общаемся мы в основном на английском языке и немного на русском. Общение с английским вообще не представляет никаких проблем, абсолютно все разговаривают, от курьера до каких-то белых воротничков, с этим проблем никаких. По поводу русского есть некоторые, которые понимают, есть некоторые, которые еще и разговаривают немножко. Но, в принципе, мы не сталкивались с какими-то проблемами по общению. Эта инсталляция была сделана в 2019 году, когда Пловдив был признан культурной столицей Европы. А это, ребята, это демонстрация. Это граждане города, горожане борются против строительства 80 гектар зеленых насаждений в Пловдиве. В Пловдиве есть парк, который мэрия решила снести и забетонировать. Не в плане того, что забетонировать, а построить, видимо, какие-то новостройки.
Это уже вторая демонстрация в городе, когда жители выходят и протестуют против решения мэрии. Вот мне это очень нравится, эта черта в болгарах, то, что они выражают активно свою гражданскую позицию, что это просто супер, и я считаю, что это здорово. Это мечеть Джумая. Пловдив очень многонациональный город. Здесь живут и болгары, и турки, и цыгане, и все замечательно уживаются. Турки, они вообще свои ребята, но так считают болгары. Здесь есть замечательное кафе, это новое кафе. Тут можно выпить кофе, насладиться архитектурой, замечательными пейзажами, заказать какие-то банкеты, так они рекламировали. А это, ребята, замечательный такой магазинчик самообслуживания, в котором продают мед. Тут много разных сортов, мед из разных ягод, из апельсин и так далее. Можно почитать проспект, который вывешен на стене, что от чего лечит, что от чего помогает. Потом подойти к этому автомату, посмотреть цену. Также вот они пишут, откуда они его везут и где они его собирают. Бросаешь денежку, берешь в баночку, и не надо ждать никакого продавца. Замечательная идея. Ну а мы пройдемся по улочке в районе Капана. Болгары, если вы меня смотрите, пожалуйста, исправляйте меня. Я недавно в стране, еще не все знаю, как поставить ударение. И еще, даже если знаю, не все запоминаю, поэтому заранее прошу прощения. Капана, это перевод из болгарского, это ловушка. Замечательная улочка. Когда будет теплая погода, я обязательно вам сниму. Там потрясающая атмосфера. Она такая крошечная, очень уютная и очень такая европейская улочка. И, кстати, по поводу Европы, болгары очень переживают по поводу введения евро в 2024 году. Какой раз уже пишут в статьях по поводу того, что каждый второй болгарин не одобряет введение евро. Они переживают, что уровень инфляции будет зашкаливать, повысятся цены на товары. Как вы знаете, что в последнее время недвижимость просто взлетела в небеса, цены на недвижимость. В августе месяце инфляция составила 20% на продукты. И болгары очень обеспокоены этим фактом. Министр финансов Болгарии заявила, что в марте 2023 года заработает сайт, посвященный евро, по которому каждый может найти ответы на интересующие вопросы. А вот это, друзья, мы снова вернулись на новогодний базар, но уже в вечерние часы, тогда, когда он уже начал работать. Посмотрим, что из этого получилось. К сожалению, пошел дождь, крыши нет. Есть крыша над каждой палаткой, вот своя вот эта маленькая, и чтобы не попал дождь на товары, продавцы закрыли пленкой. Но атмосфера замечательная, товары самые разные, игрушки, какие-то поделки. Была палатка с благотворительностью по сбору средств. И, кстати, по поводу благотворительности, мэр города Пловдив объявил, что в этом году он отменяет в городе новогодние салюты, дабы потратить эти средства на беженцев из Украины, а также дома пенсионеров. Замечательный поступок. Болгары, которые живут здесь, нам сказали, что в прошлом году вместо этого базара был постелен каток ледовый для всех жителей города. Но, видимо, в этом году его не будет, а сделали такой базарчик. Ну что ж, ребята, мой перерыв на кофе уже заканчивается.
Пишите свои комментарии, как в вашем городе проходит подготовка к Новому году. И если вам понравилось пить со мной кофе, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и до новой встречи!